Санторини зимой – это совсем другой остров. Без толп туристов, без жары, только ветер, океан и белые дома на фоне синего неба. Я приехал сюда в самый тихий сезон, чтобы увидеть его настоящим. И именно в это время Санторини раскрывается как-то по-особенному. Привет, друзья! Я прилетел на Санторини. Здесь я уже бывал несколько лет назад, но я был здесь летом и решил прилететь сюда зимой, в середине февраля. И самая главная проблема, конечно, сюда добраться, потому что очень сильный ветер и достаточно часто отменяются рейсы. Особенно местные, потому что они летают на моторных самолетах. И из-за сильного, особенно бокового ветра, они не могут нормально здесь приземлиться, поэтому или не вылетают из Афин, или разворачиваются и летят обратно. Поэтому нужно быть осторожным в этом плане. Хотя паромы отменяют чаще. Мы посмотрим некоторые достопримечательности. И я как раз заселился в таком традиционном домике пещерном с очень маленьким таким бассейном типа джакузи. И здесь проведу одну ночь, а дальше поселюсь в другой отель. Поэтому давайте смотреть, что тут есть. Не обещаю показать все, но хотя бы какие-то вещи я покажу. Эти белые полупещерные домики Вое появились как практичное решение для жизни на крутом вулканическом склоне. Помещения частично вырубали на кальдере. Так проще строить и меньше нужно привозных материалов, а дом лучше садится на рельеф и получается устойчивее. Заглубление работает как естественная термоизоляция. Внутри температура стабильнее, летом прохладнее, и сильный ветер так не пробивает стены. Белая отделка тоже не только декор, а также и польза. Известковая побелка отражает солнце, стены меньше нагреваются, покрытие дышит, и его можно быстро обновлять слоем поверх старого. Из-за дефицита дерева перекрытия часто делали сводами, а ступенчатая застройка экономила место. Терраса одного уровня часто становится крышей другого и образует каскад домов. Друзья, пожалуй, самый главный плюс путешествовать на Санторини зимой – это то, что здесь значительно меньше туристов. И можно спокойно гулять по улочкам города и не ждать, пока пройдут эти очереди и толпы. Ну и это позволяет вам уделить больше времени, например, фотографии себе и насладиться спокойно видами. Но из минусов то, что зимой проходят везде ремонты, все красят, чинят, и поэтому может быть шумно. Но с другой стороны, это позволяет снять жилье дешевле, потому что в сезон это достаточно дорого. Так, друзья, я уже заселился в следующую виллу. Это мое самое любимое место для отдыха на Санторини. Это потрясающая вилла с видом на весь остров, ну вернее на часть острова, и очень стильная. Давайте посмотрим, что тут есть. Во-первых, тут стильный диван, телевизор, светильники, всякие вот такие фигурки. Дальше вот эта спальня, красивая спальня, колонка Marshall есть, всякие книжки, альбомы с фотографиями, тут есть отопление, здесь у нас душевая и ванная,
Вот туалет, вот душевая. Вот можно руки здесь мыть, чистить зубы утром и так далее. Ну и самое главное, это вид на остров. Посмотрите, какая красота. Здесь вот находится бассейн большой, и здесь джакузи. Ну и лежаки, можно загорать летом. Ну и сейчас можно загорать, в принципе, солнце сильное. И хочу сказать, что чем все-таки вот такая вилла мне нравится больше, чем отели там, где Ия или Тира, Фира, это тем, что обычно такие отели там, они предлагают очень маленькие номера, потому что места немного, и очень маленькие такие джакузи или бассейны. Не всегда, но в большинстве случаев. Поэтому, когда вы заходите на Booking или на другие сайты и смотрите, вот вилла с бассейном находится вот в городе, там, где белые домики, то нужно быть внимательным и понимать, что это может быть 2 на 2 джакузи или бассейн, там, где вы будете вот так сидеть и все. И плавать вы много не сможете. Поэтому, если есть возможность, конечно, выбирайте вот такие вот места, потому что вы тут будете чувствовать себя, во-первых, одним, вам никто не будет мешать, и вы будете наслаждаться вот таким вот видом на остров. И еще мне повезло, потому что до этого был 3 недели сильный дождь, ветер. И, естественно, если вы сюда приезжаете с таким дождем, то, конечно, это немножко грустно было бы. Но у меня все отлично, солнышко светит, и можно наслаждаться своим отдыхом. Друзья, а это самая высокая точка острова, называется гора Пророка Ильи, и она расположена на высоте 567 метров. Ну и преимущество в том, что вы можете своим объективом поймать взлет и посадку самолета, потому что тут вот расположена внизу взлетно-посадочная полоса, и также открывается вид потрясающий на эту часть острова. Кроме того, здесь расположен монастырь, который сегодня закрыт, но в будние дни его можно посетить. Еще вот здесь расположены вот такие знаки, и они указывают, что здесь маршруты для хайкинга, и можно дойти, например, до Старой Тиры или других мест, то есть от 50 минут до 1,5 часов. Ну, пару лет назад я тут ходил на хайкинг, и некоторые вещи посмотрел. Сегодня не пойду, потому что ветер уж больно очень сильный, и не хочу, чтобы меня там где-то сдуло на этих развалинах. Ребята, вообще так вечером температура нормально опускается, поэтому нужно вот брать с собой плед, как я, укутываться и встречать закат. Ну или как минимум хотя бы куртку. Это маяк Акротири, который находится на юго-западной точке острова. И он считается одним из старейших маяков на территории Греции. Он был построен в 1892 году французской компанией. Зайти в сам маяк невозможно, потому что это действующий объект. Но можно понаблюдать тут вокруг виды на море и на скалы. Конечно, ветер сегодня очень сильный, и трудно вообще записывать что-то и гулять, потому что постоянно песок летит в лицо или что-то еще. Но это не отменяет того, что тут действительно красивые виды.
Я приехал тут в одну винодельню, она называется Santa Wines и была основана в 1911 году. И что интересно, здесь открывается потрясающий вид на остров, ну и можно попробовать само вино. Сейчас людей, естественно, очень мало, и это хорошо, что она вообще открыта. Но не один я, скорее всего, хочу попробовать вино. Этот вот друг хочет тоже. Где он? А вот. Посмотрите, какой. Здесь можно продегустировать, например, вот за 44 евро 4 вина и тарелку, ну, снеки всякие греческие. То есть 2 белых вина, красное и розе sparkling wine. Также вот тут, например, 6 вариант вин, стоит 52 евро и каждый бокал по 50 миллилитров. Ну и премиум, вот тут 5 вин, 44 евро, тоже каждый бокал по 50 миллилитров. И все вина, естественно, сделаны на этой винодельне. Ну и тут вот цены есть на бокалы, например. Друзья, в общем, мне принесли вот мое вино Sparkling Rosé Wine Demi Sec. И оно стоит 9 евро, 150 миллилитров. За бутылку это 45 евро, 750 миллилитров. Ну и также подают очень красивые вот оливки большие. Ну и вот такие вот снеки. В общем, Фира зимой — это мертвый город. Очень мало людей, местные, ну там некоторые туристы. Вот, все закрыто, виллы закрыты, домики эти тоже закрыты. Вот есть вода позеленела в бассейнах, вон дохлая кошка валяется. Вернее, плавает в бассейне. И что еще сказать? Эта канатная дорога, судя по всему, не работает. И, но в этом есть какой-то шарм, что вы можете погулять одни и насладиться тишиной и красотой этого острова без толп туристов. Посмотрите, даже в такую погоду. Я приехал на Красный пляж. Это одна из основных достопримечательностей Санторини. И тут есть вот такая парковка, и вас встречает эта замечательная греческая православная церковь и дорога на сам пляж. Ну, естественно, этот пляж представляет собой вот такие вот скалы красного цвета, от чего и название. И купаться, конечно, сейчас нельзя, потому что очень сильные волны и холодно, вода холодная, но насладиться видами никто вам не запрещает. Санторини зимой – это не про бесконечные толпы на закатах, а про тишину, ветер и остров такой, какой он есть. Плюсы – людей заметно меньше, жилье часто дешевле. По Ое и Фире можно гулять спокойно и снимать без суеты. Но минусы тоже есть. Погода легко ломает планы, часть мест закрыта, а море и пляжи можно только смотреть, но не купаться. Так что ехать зимой стоит, если вам важны спокойствие и атмосфера.
А если хочется гарантированно солнца, купания и полного набора сервисов каждый день, тогда логичнее выбирать сезон. Подписывайтесь, ставьте лайки и до встречи в новой стране.